Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать довольно старую и, на мой взгляд, очень интересную масштабную модель от производителя AutoArt в масштабе 1 к 43. Мы посмотрим на заряженное двухдверное купе BMW 2002 Turbo. Эта модель уже давно снята с производства, она выпускалась в 2007 году, и свою машину я приобрел в коллекцию чуть позже, чем она исчезла с продажи в интернет-магазинах, и я ее покупал на аукционе. И с этой моделью довольно интересная история. У меня в коллекции уже была аналогичная модель от этого же производителя, только в другом варианте окраски, и потом я решил докупить модель в черном цвете, потому что все же встречались реальные прототипы. Если мне не изменяет память, их было 2 штуки настоящих машин, и поэтому я решил в коллекцию поставить модель в черном цвете, и когда начал ее искать в продаже, то в интернет-магазинах уже не нашел, поэтому пришлось брать модель с рук. И у нее есть незначительные дефекты, о которых я расскажу в ходе сегодняшнего видеоролика, но все равно за эту цену, за которую я приобрел масштабную копию, она мне очень нравится, я закрываю глаза на мелкие недочеты. Если идти по хронологии, то самым первым производителем, который предложил такую модель в 43-м масштабе, был французский Solido. У них очень примитивная модель, сделанная из металла, у нее открываются дверки. По уровню проработки она приближена к продукции Burago или советскому Агату. Такой модели, к сожалению, у меня в коллекции нету, и не вижу смысла ее приобретать в нынешнее время, потому что она очень просто выглядит и стоит намного дороже, чем модель от AutoArt и Minichems, видимо из-за того, что она уже стала винтажной по нынешним меркам. Следующий производитель, который выпускал модель в 43-м масштабе, это Minichems. У них модель появилась, если мне не изменяет память, в 96 году. Затем они перевыпустили модель в коробочках Maxichems, и у меня такая модель от Minichems в классическом белом цвете. Потом появилась модель от AutoArt, и позже всех выпустил модель производитель Spark. У них машина сделана из полимера, обладает довольно высокой детализацией, и это модель из другого ценового сегмента. Обычно модели от Spark продаются за 80-85 евро, почти в 2 раза дороже, чем аналог от AutoArt. И я думаю, многие люди предпочтут металлическую модель от AutoArt или от Minichems из-за более низкой цены, и все же эти модели обладают более приятными тактильными ощущениями. И они не такие хрупкие, как изделия из полимера. Я вам также в будущем покажу модель от Minichems. Возможно, приобрету модель от Spark, если она попадется мне на глаза. Но сегодня для сравнения я вам приготовил модель более поздних годов выпуска. Это BMW E30 в варианте Alpina от производителя Spark. И мы как раз посмотрим, чем отличается более современная и продвинутая модель, сделанная из эпоксидной смолы, от этого варианта, сделанного из металла. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный BMW 2002 Turbo поближе, и вы в комментариях можете написать, а какие модели от производителя AutoArt есть в ваших коллекциях. Возможно, у вас тоже есть такой BMW 2002 Turbo, будет интересно узнать, в каком варианте окраски, в классическом серебристом или в редком черном цвете, или, возможно, вы приобрели модель от Minichems или ее переиздание в коробочке Maxichems. И тут модель поставляется в классической для AutoArt упаковке черно-синего цвета. Есть название данного производителя. На нижней стороне вы можете ознакомиться с различной информацией, которая касается данного бренда. Эти модели изготовлены в Китае, но они довольно высокого качества. И вообще производитель AutoArt один из моих любимых брендов. Я стараюсь собрать все модели в разных вариантах окраски от этого производителя. И очень жаль, что он больше не выпускает модели в 43-м масштабе, а переключился на масштаб 1 к 18. У меня, кстати, тоже есть некоторые модели в масштабе 1 к 18. Если у вас будет интерес, то я тоже на них сделаю отдельные видеоролики. Ну, вот так выглядит данная масштабная модель. У нее довольно интересный дисплей-кейс с наклонным подиумом. На подиуме написан прототип BMW 2002 Turbo. Очень хорошее качество покраски, насыщенный черный цвет, он переливается на свету. И вообще у AutoArt встречаются проблемные модели черного цвета. Например, у меня в коллекции есть Lamborghini, у которой появились вздутия на лакокрасочном покрытии. Но таких проблем встречается намного меньше, чем у моделей от Minichems. Я вам показывал, по-моему, 3 или 4 модели от бренда Minichems, у которых тоже, к сожалению, появились вздутия на лакокрасочном покрытии. На этой модели, к счастью, все в порядке.
И черный вариант более выигрышный в том, что на нем хорошо выделяется хром. И все хромированные детали отлично контрастируют. На серебристой модели такого контраста вы не заметите. И у этой модели окрашен салон в светлых тонах, его тоже из-за этого очень хорошо можно разглядеть сквозь окошки. Панель приборов тут черного цвета, сиденья песочные, также виднеется рукоятка переключения коробки передач, рукоятка стояночного тормоза, дверные ручки сделаны в хроме, и это отдельные элементы, как и зеркало заднего вида. Стеклоочистители тут из пластика в виде отдельных деталей, тоже они смотрятся вполне реалистично, уложены относительно аккуратно. В салоне присутствует зеркало заднего вида на черного цвета, и у этой модели немножко облез хром, но еще раз повторюсь, я его покупал с рук, поэтому особых претензий именно к этому экземпляру у меня нету. Неизвестно, что предыдущий владелец с ней вытворял, почему он облупил хром. Возможно, модель стояла на полке, и он ее активно протирал от пыли. Также прекрасно изготовлены колесные диски, у них высокая проработка, имеются сквозные отверстия, присутствуют значки BMW на центральных колпачках. Еще один плюс многих моделей от AutoArt – это поворотные передние колеса. Вы можете сделать модель с повернутыми колесиками. Они поворачиваются свободно в обе стороны. Отлично проработаны покрышки. Конечно, отсутствует боковая маркировка, но не стоит забывать, что это относительно старая модель. В то время не было столько много производителей, которые могли делать хорошие качественные шины, как сейчас. И даже сейчас, в нынешнее время, не каждый производитель делает боковую маркировку на шинах. Конечно, можно при желании заменить резину на аналог от Maestro Models, но опять же будет сложно подобрать по профилю покрышку, потому что у Maestro или шины меньшие по диаметру, или уже идет низкопрофильная резина, которая не очень хорошо подойдет именно к этой модели. Задняя часть тоже отлично проработана, прекрасно изготовлены задние фонари, присутствует значок BMW, также надпись 2002 Turbo. Вместо регистрационных номерных знаков здесь таблички с надписью 2002 Turbo и виднеется окрашенный глушитель. Также присутствует сквозное отверстие на кончике глушителя. На заднем стекле вы можете видеть нити обогрева. Они тоже придают модели более реалистичный вид. И хорошо сделана осветительная техника спереди. Единственный момент, у этого автомобиля, возможно, не очень копийно передана передняя часть. И если сравнить эту модель с аналогом от Mini-Champs, то у второго бренда мне больше нравится то, как сделаны передние фары. Но опять же, это дело вкуса. Возможно, кому-то больше понравится детализация модели от AutoArt. И надпись Turbo 2002 в перевернутом виде, чтобы в зеркале заднего вида водитель спереди мог читать правильно надпись BMW 2002 Turbo. И давайте я откручу эту модель от подставки, покажу, как у нее сделана нижняя часть, потому что детализация днища – это одна из сильных сторон производителя AutoArt. Вот так выглядит нижняя часть. Отличная детализация моторного отсека снизу. Также прекрасно проработана ходовая часть. И, как вы можете видеть, здесь указан прототип, еще раз продублирован масштаб 1 к 43 и указан производитель масштабной модели AutoArt. И даже нынешние производители не удосуживаются что-то приближенное делать в плане проработки ходовой части, как это делал производитель AutoArt более 10 лет назад. Вот такая замечательная модель. И давайте покажу вам для сравнения машину от производителя Spark. Это уже BMW E30 в заряженном варианте Alpina. Конечно, здесь возможно в чем-то лучше детализация, но эта модель не обладает таким шармом, как аналог от AutoArt, на мой взгляд. И вы в комментариях тоже можете написать, какая из показанных мною моделей вам визуально нравится больше.
Если у вас нету в коллекции варианта BMW 2002 Turbo, то можете смело искать модель от производителя AutoArt на аукционе. Какой вариант лучше, серебристый или черный, затрудняюсь ответить. На черном лучше видно элементы из хрома, но серебристый вариант более распространенный в плане различных плакатов, также фотографий в интернете и различных журналов по испытанию автомобилей. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале, и можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.